100 лет не снимал наш блог. Заработал, с тех пор заработал кучу бабла. Это куча просто баблища. Да. Правда в песо. Баблишка в песо. И не заработанные, а помененные с тех долларов, которые привезли с собой. Одни из последних, так сказать. Вот. Ну и что поменялось? С тех пор устроился, надеюсь, на работу. Сейчас прохожу стажировку, типа как тестовый такой период, и боюсь что-то говорить заранее. Украинская компания, не так, американская компания с украинским сердцем. Все русскоговорящие, там несколько человек американцев. Что мы делаем? Что-то делаем, оказываем разные услуги для народа. Я работаю на бэк-офисе, на телефоне, да, как диспетчер. Позже с моим английским, ну я, конечно, учусь, пытаюсь его как-то привести в чувство, но не знаю, надеюсь, я справляюсь с работой. Как бы доучу английский, там все будет окей. Ну и надо там CRM-ки побыстрее шевелиться. Вот. Ну и по своим проектам занимаемся ремонтом бытовой техники в Буэнос-Айресе. Первые деньги заработал, то есть даю заявки. У меня есть там 2 мастера, 2 техника по холодильникам. И вот наконец-то первую заявку выполнили, первые 30 тысяч песо мне скинули, чему я несказанно рад. В общем, дальше двигаемся в этом направлении, буду развиваться в свободное время. Ну, вот, переехал я, да, в другую сторону дома, теперь у меня в одной комнате я, в другой комнате старший сын, тоже там ему надо звонить постоянно по работе и так далее. Как-то так. На улице тепло, ну сейчас, да, но утром холодно, дом уже не прогревается так сильно, несмотря на то, что это субтропики. Несмотря на то, что это субтропики, я в куртке. При том, что сейчас потеплело, а последние 2 дня прям холодно было, 5 градусов тепла ночью. Отопления в домах тут нету, ну, по крайней мере, в таких простых домах. Купили электрический обогреватель, греемся. Ладно, буду работать. Да, вот мой чаек. Для разнообразия, чтобы не скучно было. Чё так мало? Как-то так. Не совсем зарплата американская, но чуть-чуть больше, чем просто украинская зарплата. Ну ничего. Все окей. Едем дальше. Добро пожаловать ко мне на работу. Новый день, новые звонки. Я не выспался. Ну ничего, сегодня четверг, а значит это пятница. Короче, ну это типа моя пятница, потому что завтра и послезавтра выходные дни. Вот. И начинается. Том, что ты хочешь, Том? Вчера пошли на бокс с Кириллом первый раз. И нам понравилось. Прикольный бокс. Еще у нас появилась собака в семье. Дети счастливы.
Дети, что вы делаете? Что за войнушки? Он кидает мне вещи, я вот в этом. А, это твоя броня какая-то? Да. Да, насчет машины хорошая новость. Сделал турбину. Ну, там была какая-то течь непонятная. На ремень ГРМ текло масло и, ну, в общем, стрёмная непонятная ситуация была. И по итогу мы поменяли, не знаю, что там сделали, но это один момент был, а второй момент то, что была очень большая выработка, износ там по турбине, и не было мощности у машины, из-за чего мне типа приходилось кондиционер выключать, чтобы там на какую-то горку минимальную поехать или еще что-то. Вот, короче, полностью сняли мы, значит, здесь в сервисном центре, Кирюш, спокойно. Здесь в сервисном центре Вобера сняли турбину, отправили в Посадос. Тут местные ребята, если кому надо, я дам контакты, мотористы. Ну, довольно-таки быстро, там что-то за неделю уже... Ага, лошадь. Чувак едет на лошади. Красавчик. Шляпив такой. Кого тут только не увидишь, да? В общем, да, отремонтировали эту турбину и все. Теперь все четко, я балдею. Теперь машина ожила, поехала. По деньгам стало 640 тысяч песо. Это, не знаю, где-то $500, наверное, по сегодняшнему курсу. Сидим, работаем. Вышел на улицу хоть на минутку записать какой-то кусочек видео, пока погода такая классная. Вот, такие дела. Бокс, да, на бокс пошли. Тренировка 20 тысяч песо, это типа $15 в месяц. Любой возраст может туда ходить. Пока пошли вдвоем с Кириллом. И нам очень понравилось. Человек 25 там занималось. Классный тренер, так все прикольно. Вот. А еще сегодня у дочки день рождения, годик. Годик нам исполнился. Короче... Что? Да, я сербану. Ты свои бульки видел? На выходе. Сербанул. Все, на. Ты уже? Не, в смысле уже? А что ты тут ходишь? Я на минуту вышел. Ага. У меня подписчикам надо донести кое-какую информацию. Моим любимым подписчикам. Кому? 63 человека, ну минус ты и Никита, 61. Так, все, пока, не завидуй мне. Знакомьтесь, Мани, девочка. Таким образом, думаем, что у нас... Да, спасибо, ты уже попрыгала. Думаем, что у нас решится финансовый вопрос. Только потому, что мы назвали собаку Мани. Я повесил красивые лампочки, конечно. Они замечательно светят вечером. И мы навели практически порядки в этом дворе. Но вот незадача. Нас поставили перед фактом за несколько дней до окончания контракта, что нам поднимают аренду на 40%. Ну еще там было пару моментов в договоре непонятных. И, короче, мы трошки нас там вжучили на деньгах. И
мы попытались договориться с человеком, ну, как бы о каких-то нормальных, да, там, условиях дальнейших, о нормальных условиях выезда. И там, ну, конечно, вообще жесть полный, неадекватизм в том смысле, что максимальное использование того, что мы не знаем языка, законов, что мы тут одни, что, ну, некому за нас решать вопросы. И на каждое мое слово, каждое мое действие используется в свою сторону в плане, чтобы увеличить стоимость, чтобы получить любого рода доплату, выгонить с нас денег. Вот. И ну, это просто жесть. При том, что там вроде нормальная семья, как бы, ну, и общались хорошо, и все такое. Но они с первых дней не хотели показывать, где они живут, где их дом, хотя они тут рядом живут. Ну, такие какие-то шифрованные были. И, короче, как оказалось, не просто так. И они уже потом пытались чуть-чуть опустить цену, но учитывая то, какие у нас сложились взаимоотношения, то мы не хотим здесь больше оставаться. И вот эти 2 дома мы снимали за 500 тысяч песо. Они нам сказали, что это будет 700 тысяч песо. Отремонтировал турбину, и как бы машина в порядке, едет все четко, едет, тянет. И можно купить кемпер. Это где-то порядка $5000 он будет стоить. 4-4,5 метра. Вот. И либо кататься, путешествовать на нем и работать онлайн удаленно. У нас наша идея, все больше мы склоняемся к тому, что мы купим кемпер и отправимся в поездку на 2 года или на год по Аргентине. Ну, почему по Аргентине? Пока что мы не можем выехать из-за документов наших. Вот. И именно не просто попутешествовать, а вот прям пожить. И есть такие мысли, есть такое желание. Поэтому мы к этому будем стремиться. Но просто не экстренно. То есть не вот все бросить и сломя голову куда-то ломиться, а чуть-чуть это сделаем постепенно. Сейчас вроде бы как есть возможность там снять попроще жилье, подешевле. И мы сможем, ну, мы делаем небольшой контракт где-то на 6 месяцев, на 3 месяца, не знаю. И за это время мы сможем купить себе кемпер, подготовить его, привести в порядок, поставить туда Starlink, навести, в общем, марафет там, может быть, какой-то косметический ремонт, еще что-то. И как раз это совпадает с тем, что дети закончат школу и будут каникулы 3-месячные, и мы начнем, ну, мы, то есть, поедем, а там посмотрим. Если вдруг нам очень сильно понравится, то будем как-то решать вопрос с школой, с онлайн обучением, переходить в какую-то другую школу. Вот. Заодно для себя хотим посмотреть разные окрестности, где мы будем жить, примерить, так сказать, все это дело для себя. И что еще я хотел сказать? По-прежнему пока ничего не понятно, где и как мы дальше будем жить. Вот. Естественно, я буду держать вас в курсе, и я думаю, что в ближайшие несколько дней уже все будет понятно. Но на данный момент апдейт такой. У нас 16 число сегодня. 19 числа заканчивается контракт, мы должны отсюда выехать. При том, что они сказали, что нам вернут депозит, если будут покрашены внутри белые стены, которые якобы нами были залапаны, и снаружи будет покрашено вот этот вот парапет. 3 дня до выезда, а нам надо успеть сделать и перевести кучу вещей, и в новом жилье, если получится его снять, то, о чем я говорю, там нету до сих пор света, там надо установить счетчик. Это квартира после строителей, только-только построенная.
То есть договорились так, что нам там с какого-то магазина кинут свет временно. Дальше интернет тоже в срочном порядке пытаемся решить, потому что по моей работе интернет это самое важное. И перевести все вещи. Это соседний городишко маленький, то есть это еще, ну, короче, другой город, другой поселок. И здесь сделать, ну, не то чтобы ремонт, но перекрасить стены в 2 квартирах. Это тоже такое, учитывая то, что дальше до выезда у меня нету ни одного выходного. То есть это нужно делать либо до работы, либо после работы ночью. Ну, такие дела. Последний апдейт, срочные новости, выход новостей. Никита Давай. уезжает. Я Говори. уезжаю Говори что-то. в Кордову. Ура. Далеко, надолго. Путешествовать или взрослеть, или смотреть мир, или не знаю, пока не определился. Узнаю по месте происшествия, что? На месте. По месту хотел Какое сказать. сегодня число? Если бы я знал, 20-я суббота. 20 суббота. Красивое число. 20 что у вас? Июня, да? Да. 6-е, 20-е, 26-е.